Приветствуем всех! Вы на канале Eco Real Estate Japan, канал, на котором мы будем освещать вопросы, которые касаются недвижимости в Японии во всех ее проявлениях. Если вы хотите купить, инвестировать, арендовать, купить земельный участок, любые вопросы, все, что вас интересует в сфере недвижимости в Японии, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем рады вам помочь и обязательно сопроводить вас на всех этапах ваших желаний и сделки. И сегодня, дорогие друзья, я хочу вам показать один из объектов в Японии, в городе Кавасаки. Конкретно это будет 10-этажный бетонный дом, в котором будет 34 квартиры. Площадь каждой квартиры примерно 21 квадратный метр. Конечно же, там будет лифт, первый этаж цокольный. Сделаем полный обзор, насколько это возможно. Каждый объект недвижимости в Японии, когда проходит стройка, обязательно присутствует вот такое информационное табло. Информация о данном объекте. То есть земля, точнее участок этого дома 268 квадратных метров, и из них под фундамент задействовано всего лишь 158,93 квадратных метров. Также здесь указана дата начала строительства, это март 2025 года, и проект будет завершен, а он будет завершен, поверьте мне, 31 октября 2026 года. Сейчас прошло всего 8 месяцев. Основание уже готово. Здесь данные все расписаны для того, чтобы оповещать жильцов, людей, которые захотят, возможно, купить в этом месте квартиры. Кстати, еще ни одна квартира не продалась, потому что не поступила еще в продажу. Не поступила в продажу, да. То есть теоретически можно выкупить этот дом. Как вы думаете, сколько стоит целиком весь дом? Какие у вас предположения? Обратите внимание, рядом с высотным домом находится частный дом, причем не один. Здесь тут целая линия, и конкретно здесь 10 этажей построить стало возможным. И почему именно здесь возможно построить 10 этажей, а в других местах нельзя? Нет, здесь можно построить, в принципе, если купить воздушное пространство соседних зданий, вот, соседних То есть домов. не использованное, да? Не использованное, можно не купить и построить 15 этажей, например. Но поскольку именно этот маншин, он предназначен для однокомнатных квартир, то по дополнительным условиям города Кавасаки невозможно сделать все здание, если 15 этажей, все одноквартирное, надо сделать большие дома. Но они изначально продают клиенту все здание только однокомнатное, поэтому в этот раз они не скупали воздушное пространство соседних домов. Хотя могли бы это сделать. Предлагаю вам лично осмотреть объект, посмотреть, что японцы успели построить за всего 8 месяцев с начала строительства. Это очень будет интересно, поверьте мне. Прошу, в лифт. Здание в 10 этажей и 34 квартиры. По японской технике безопасности весь дом облицован вот именно такой вот сеткой, трубами, чтобы строительные материалы не разлетались, если будет сильный ветер или какие-то опасные природные ситуации. А, вот здесь вот все сейчас делают только. 10 этаж только делается. Еще раз повторюсь, строительство началось в марте месяце 2025 года, и сейчас у нас ноябрь 2025 года. Это называется скорость по-японски. Многоквартирный дом. Сейчас мы здесь не сможем, естественно, выйти, потому что здесь идет строительство, но мы сейчас 2 этажа вниз посмотрим. Это 6-й этаж. И когда планируют завершить строительство уже В полностью следующем готовый году, проект? в октябре. В октябре. В октябре 2026 года Да, дом будет полностью готов к заселению, правильно? полностью будет готов к заселению. Потрясающе. Так, мы выходим на один из этажей. Вот так выглядит. Да, внутри бетонное сооружение. Все сделано из японского материала. Я сейчас специально в этом хотел убедиться, потому что некоторые компании используют материалы из Китая и других разных стран, включая Европу, конечно же. Но конкретно этот дом сделан именно из японских материалов.
Здесь будет балкон у людей. Обратите внимание на то, что находится недалеко от станции Кавасаки. То есть это довольно большая станция, Да. от которой можно добраться до Гинзы всего лишь за 15 минут по скоростном поезде. Вот То есть такая. здесь получается две квартиры. Это одна квартира. Да, и вот вторая 21 квартира. квадратный метр. И Всё. здесь уже вторая квартира. Здесь Я у них никуда будет не перегородка и общий балкон. Так, кстати, выглядят пожарные лестницы. В случае чего, если не работает лифт, эти лестницы открываются и можно спускаться вниз без лифта. Все, конечно же, сейсмостойкое. Технологии строительства в Японии они выше высокого стандарта. これは下水で、あ下水下水ですね。 Это слив водный. Если水道はこれを使いますね。 вот используют пластиковые трубы. これが水でお湯、ガスで、配管で、電気 Вот газ, вода и 電気。 электричество. Все で повезло. この後にウレタンで断熱断熱を吹き付けて全部の外部にしますので、でその後にまた転がして配管していきます。 Хайган, то есть сейчас они будут здесь на стены накладывать утеплитель, уретан, и после этого будут уже внизу делать проводку воду. Это уже гипсокартон, да? Просто вода, да? 石膏ボードなんですけど、こちら10個と10個の間で仕切るボードですので、開壁剤って防音性能あー、なるほど、断熱を取ってるような。Хай-хай. То есть это специальный гипсокартон, который разделяет одну комнату с другой комнатой. Во-первых, он звукостойкий, Да. он более теплый. То есть это именно специальный, который именно разделяет комнаты. То есть это не несущая стена, в случае чего ее можно でも выбить. 例えば2部屋で買った人は、この壁を大丈夫です。 То есть теоретически, если человек захочет купить сразу две квартиры, он может получить 40 квадратных метров, с легкостью убрать эту стенку, так как внутри японских квартир нет несущих стен, и получить чистых 40 квадратных метров. そうですね。 Как вариант, потому что не все устраивают 23 квадратных метра. まあこれはできるけど、でも答えはやっぱり Но, разумеется, в Японии это необходимость, потому что 私はやってないんで。 некоторым людям это подходит. Здесь у нас зона лифтов и лестниц, как я понимаю. лифтовая зона. А где люди будет интересно? Элеватор. エレベーターこの中です。 А, курва элеватор. Так, лифт здесь будет находиться. А, вот шахта, да, я понял. Здесь будет лифт. На одном этаже сколько квартир? 6? Не 4. 100 фрога, я думаю. 4個です。 А, Да, 4 4 квартиры. квартиры На на одном каждом этаже. этаже 4. Все И понятно. одинаковая элеватор. Ичиですよね。本当に素晴らしいですね。267敷地しかなくて。うちいつも220とかそのくらいで。いっぱいいっぱい使ってるんですね。 Как они добиваются такой скорости строительства? どうやってこんなにスピードができるんですか、どうやってすごいスピードが速いので、一応このワンフロアのこの外の壁を作るのにだいたい15日あれば今の上の状態片枠と鉄あー15日間筋ですね。でそれ15日で次の回次の回次の回で На роду. То есть один этаж, вот здесь, грубо говоря, 4 квартиры, то есть полностью покрыть бетоном снаружи 15 дней всего занимает. Вот так они 15 дней, 15 дней, 15 дней, 15 дней, вот. Дом готов. Прекрасно. Российский, да. Это очень хороший и продуктивный. Да. Спасибо, Закер. Всех иностранцев удивляет скорость строительства в Японии.
То есть это грамотное проектирование, плюс еще здесь задействованы только японские материалы, только. Может быть, благодаря этому в том числе. И менеджмент управления. Поэтому, если вы вдруг захотите приобрести в Японии земельный участок и построить на нем дом, то у вас это займет не так уж и много времени. Главное, чтобы земля для этого подходила. Ну и, соответственно, компания, которая для вас это сделает, в ней можете быть уверены, потому что объектов они уже построили немало по всей Японии. Начали заниматься внутренними работами. Опять же, делают стену между, то есть, квартирами. Да, то есть не несущая стена. Если Нет, можно- не несущая. То есть клиент, который покупает 2 квартиры, может себе сделать квартиру. Вот так вот, смотри. Да, замечательно. Круглый, да, специально. Какой материал используется между бетоном? То есть это силикон какой-то специальный? Как достигается сейсмостойкость таких бетонных сооружений в Японии? В чем секрет? Почему они друг об друга не стукаются? Вот это вопрос к нему. 耐震構造はやっぱり一番最初からやってるんですか？あ、はい、これラーメン構造っていうんですけど、あ、ラーメン構造ですか？はい、柱と梁の重りが壁が入ってこない、壁も一緒に計算しないようにこれで円を切って、耐震スリットっていうんですけど、これで耐震取ってます。 Это обычная стандартная система сейсмостойкости. То есть они строят слоями и нет единого стержня, вероятнее всего. И не плотные соединения, то есть мягкие соединения между бетонными плитами. То есть видите, специальным материалом все промазано. Да. Сурит, он сказал, слит, да, так надо сказать, разрез. Да, строительных терминов я пока не знаю, но, конечно, можно все это изучить. Но то, что в Японии дома сейсмостойкие, это факт, и мало того, они все построены на маленьком расстоянии друг от друга. 柱と梁、スラブと壁が、一緒にこう揺れて壊れないように円を切ってます。 То есть есть основная как бы конструкция здания, и есть стены. Они между ними как бы делают зазоры, и когда трясется, как бы оно вместе трясется. Как это правильно? Сформулировать? Да. Ну, мы постараемся все-таки, когда подготовим до конца для вас это видео, уже найти формулировку этим процессом. Мы пришли на самый первый этаж, на основание. 3分の1. 1/3 от участка земли остается для парковок велосипедов и для мусорки. То есть где будет стадироваться. 34台の自転車置き場と、バイクが4台止めれるように。 Циклы и 34 велосипеда. Достойно. Идеальная чистота на объекте. Вот сам дом 10-этажный. И обратите внимание, какое расстояние между домов. И это еще довольно-таки большое расстояние. Здесь есть метра 2,5. В Токио часто встречаются дома, где расстояние меньше полуметра. Даже здесь, видите, столб на расстоянии небольшом от этого дома. Продажа еще, кстати, не началась. 多分まあもっとお金がついてやっ Вот такого рода утеплители используют, да, материалы? Да, это утеплители. Все японское. С момента покупки земли сколько проходит времени, чтобы начать строительство, чтобы проверить почву, поведение, вот по его практике, сколько примерно проходит времени? 地盤調査とかそういった関係はどれぐらいかかるんですか？地盤調査とか、どのくらい期間でいうとすぐ終わるんですけども、すぐ終わる。地盤調査何個か必ずしなきゃいけないものがあるので、そうです地質と地歴とボーリング調査、そうですよね杭どのくらいの杭の長さが必要か、ここでいうと多分36メーターが8本ぐらいの杭が入っています。
Но он говорит, это, например, очень быстро занимает. Есть специальные пункты, по которым проверяется земельный участок. И они проверяют и, естественно, начинают стройку. Ну и плюс еще занимает время подачи документов. Сделать это. Ну, весь процесс получается до 2 лет. С Весь момента процесс до 2 покупки лет, земли да. То до есть, если, постройки готового объекта. прибавить все вот эти бюрократические моменты, там, проверка земли, подача документов на стройку. Кайхатсу確認とかも必要ですか？ここは開発かかってないので開発は確認しないんですけども、例えば地区によって役所に提出する建築確認。建築確認もそうなんですけども、例えば川崎で建てるとなると川崎の条例がいくつかありまして、その条件がありまして、自転車が34台っていうのも一つの部屋に対して1台作りなさい。必ずそういう条例が。で東京都だと駐車場を作りなさいとか、その緑地で緑の木を植えなさいっていうのがその場所場所で変わります。То есть, конечно, все эти бюрократические моменты есть. Здесь, помимо общепринятых бюрократических моментов, есть еще местные правила, которым нужно следовать. Например, Кавасаки, если вы строите парковку для велосипедов, вот сколько квартир, столько и должно быть ровно, но не меньше. Поэтому 34 велосипеда, да, именно? Например, в Токио обязательно должны быть парковки в здании, например. То есть вот такие вот есть различия. То есть это еще от района зависит. Очень интересно. Будем следить за процессом строительства. И мы бы с радостью посетили этот объект. Обязательно посетим этот объект, когда уже он будет почти готовым. Здесь будет вход в здание, подъезд. Домком будет, вероятнее всего, сидеть на первом этаже, встречать гостей дома, жителей дома. でここに鍵集合玄関キーが来まして、自動ドアがここにつきます。 Здесь будут почтовые, да? Автоматическая дверь, автоматическая дверь, почтовые ящики и лифт. Какой элеватор здесь, да? そうです。でエレベーターすぐ入る。 Здесь вот сразу. То есть получается комната консьержа, лифт, почтовые ящики, автоматическая дверь. Ну, все как в типичных японских домах. Ну и, конечно же, вас наверняка интересует, сколько стоит построить такой дом. Цена, включая земельный участок, включая строительство, включая отделочные работы, полностью готовый продукт. Сколько он будет стоить, я вам скажу, для нас это не секрет. Этот дом будет стоить до 6 миллионов долларов. Но это цена, если вы покупаете целиком дом как инвестор. Если же вы захотите потом перепродать квартиры в этом доме, то можно заработать по предварительным расчетам примерно 600 тысяч долларов, но не менее 600 тысяч долларов. Это самая низшая планка. По минимальным расчетам, то, что сейчас у нас получается, конкретно 680 тысяч долларов. Но опять же, можно обыграть дизайн, можно сделать квадратуру квартиры больше. Вместо 21 можно сделать квартиру в 42 квадратных метра. Вы, как инвесторы, можете многого достичь в Японии. Соответственно, цифры я назвал. Думайте сами, решайте сами, обращайтесь. Если у вас есть какие-то комментарии, обязательно пишите. Будем улучшать наш сервис благодаря вам и для вас. Всего доброго, до новых встреч!